Если честно, мне очень нравится Россия. Я хочу еще раз туда ехать. Вот. Если ты хочешь быть гастроэнтерологом в Сальвадоре, надо уехать учиться за границей. Да. У нас, например, в государственной больнице иногда нет инструментов, вот, а в России у нас были всегда. Там хорошо как лечат? Хорошо, насколько они могут. Надо, чтобы тоже врачи получили хорошую зарплату, чтобы они хотели работать в государственной больнице. Всем привет! Это Сальвадор, и мы встретились с Амандой. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Аманда, расскажи, пожалуйста, кем ты здесь являешься? Ты врач? Я врач-гастроэнтеролог и тоже эндоскопист. Где ты получила образование? В Питере. В Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге. Как давно ты там обучалась? Вот, я была там почти 5 лет назад. Вот, а вернулась в Сальвадор только 2 года назад. Да. То есть обучалась 4 года? Обучалась 4 года. Тяжело там было русский язык выучить? Да, русский очень тяжелый язык. Вот. Мне это очень сначала волновалось, потому что я думала, я не смогу учить русский. Вот. А потом была там год, училась только русский язык. Вот. Мне очень понравилась грамматику, но говорить это очень тяжело. Вот. А потом переехал в Питер на обучение гастроэнтерологии. Долго проходило обучение по специализации? 3 года. 3 года? Да. А тяжело было вообще эту специализацию пройти? Ну, сначала да, потому что иногда я не понимала, что они говорили, вот, пациенты и врачи тоже. Вот. А потом они помогали мне, чтобы я все там смотрела, как работает в больнице, вот, как работает система здравоохранения в России. Вот. Потом я думаю, что смогла с ними говорить. Вот. А практику там проходила? Да, проходила практику. То есть в больнице? В больнице, в государственной больнице 26-й. И как тебе практика? Насколько сильно она отличается от Сальвадора, я в этом плане? Вот там я не дежурила, вот, а тут надо почти один день ты работаешь, один день отдыхаешь. А там только работала днем. Вот, это мне очень понравилось. То есть поспокойнее? Да. На сегодняшний день вот то, что получила специализацию, она тебе здесь помогает работать в Сальвадоре? Да, очень помогает. Я тут делаю и консультацию, смотр пациентов, еще и ФГДС, колоноскопию тоже делаю, лигирование варикозной болезни, печени. И я почти все делаю тут. В Сан-Сальвадоре и в Санта-Ане? В Сан-Сальвадоре и в Санта-Ане. У меня кабинет там, в столице, и тут, в Санта-Ане. А насколько тебе русский язык сегодня помогает? Нужен он тебе или нет? Не очень, потому что тут я не встречалась с русскими людьми, поэтому я не часто говорю, если честно. Я вернулась в Сальвадор и почти забыла русский. Да. Ну, когда ты вот обучалась в Питере, как тебе вообще русская культура, русские люди, насколько они отличаются от сальвадорцев? Если честно, мне очень нравится Россия. Я хочу еще раз туда ехать. Вот. У меня были очень много друзей там, в Питере. Русских? Русских. И они вместе делали пикник, когда было лето. Когда мы были на даче тоже с друзьями, мне очень понравилась культура и музыка, и люди тоже очень хорошие. А чем они отличаются вот от сальвадорцев? Там люди не так открыты.
Вот. Да, сначала они такие серьезные, а я думаю, что потом они очень хорошие люди. А здесь не так? А здесь люди, ну, как бы открытые. Во-первых, вот так. Тебя, ну, видишь тебя на улице, и они хотят помогать тебе. Вот. А там в Питере нет. Нет? Нет. Не помогают? Помогают, но только когда тебя знают. Узнают. Да. Не всем. Да. А здесь помогают всем. Да. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. А по поводу медицины, вот расскажи, пожалуйста, насколько сильно медицина отличается в России, когда ты училась, проходила практику в Сальвадоре? Где лучше, где хуже? Я думаю, что, ну, на самом деле, по гастроэнтерологии, вот, если мы говорим, тут надо сначала терапию проходить, потом гастроэнтерология. А тут нет гастроэнтерологов, которые могут тут обучиться, потому что у нас нет специализации. Не обучают? Нет, не обучают. Надо ехать в Мексику, или в Колумбию, или в Аргентину. И я решила в Россию. То есть здесь готовят только врачей общей практики? Общий и врачей-терапевтов. И терапевтов? Да. Узких специализаций? И тоже, ну, есть тоже хирургия, есть травматология, есть офтальмология, есть. Только гастроэнтерология нет. Стоматология, наверное. Есть? Стоматология есть, да. А врачи скорой помощи есть? Да, есть. То есть вот такие узкие специализации, как у тебя, гастроэнтерология, наверное, колопроктология и другие? Колопроктология есть. Есть, да? Есть, да. Сначала надо быть хирургом, потом колопроктологию можешь пойти на обучение. И есть в Сан-Сальвадоре. В гастроэнтерологии нету в Сальвадоре. Еще, по-моему, ну, анестезиология недавно открыли. Вот. Если ты хочешь быть гастроэнтерологом в Сальвадоре, надо уехать учиться за границей. Да. Как ты считаешь, образовательная программа где выше? Где лучше? Ну, где выше, да, полезнее, качественнее материалы преподносят в вашей стране или в России было? Мне очень понравилась программа в России. Проблема в том, что тут нет, ну, например, препаратов, которые в России ввели. Вот. У нас, например, в государственной больнице иногда нет инструментов, вот, а в России у нас были всегда. Да. То есть нет инструментов, а чем пользуются тогда в Сальвадоре? Иногда ничего не делаем, потому что у нас нету... Просто следим и смотрим? Ну да. Смотрим пациента и скажем, вот, вам надо вот это. Сейчас у нас нету. Они идут сами покупают? Сами покупают. И приносят? Да. Или они потом в частной клинике. А в частной клинике есть все? Почти все. Но тоже есть моменты, что что-то не хватает? Да. И как вот с теми проблемами, которые ты сейчас озвучиваешь, правительство помогает, вообще нет? Ну да, помогает. То есть выделяется бюджет на государственную медицину, аппаратуру? Да, но только в Сан-Сальвадоре. У нас тут в Санта-Ане почти забыли, что есть больница. Что есть такой город? Да. То есть в столице есть, Да. а во всех остальных городах плохо? Нет. Да, очень. И надо ждать, например, осмотра с гастроэнтерологом тут в Санта-Ане.
в федеральной больнице, потому что в государственной нету гастроэнтерологов. Вот. Нас ждать где-то 8 месяцев, чтобы гастроэнтеролог вам посмотрели. Это чтобы он бесплатно в государственной посмотрел, Да. 8 месяцев. Да. А Или с- больше. А если я хочу в частную клинику, то есть к тебе, сколько надо ждать? Завтра или сегодня уже можно. Можно уже завтра. Да. То есть ты посмотришь график и запишешь. Мгм. По поводу медикаментов. Есть ли медикаменты собственного производства в Сальвадоре или только импортные? Но есть, которые тут делают, самые в Сан-Сальвадоре тоже. Вот. И есть, которые с границы импортируют. Да, в основе из Америки. Да. А по поводу оборудования медицинского, насколько хорошо оснащены больницы медицинским оборудованием? То есть это вот хирургия, травматология, анестезиология, реаниматология. То есть полноценно там могут выполнить операцию. Ну, в больнице есть хорошая аппаратура, но иногда инструментов не хватает. Например, если надо, вот, не знаю, например, лигирование варикозной вены пищевода. Вот. У нас нет лигаторов в больнице, например. Есть хорошая аппаратура, есть Olympus, там есть Pentax, хорошая аппаратура, но нет лигаторов. Что делаете, Ничего не делаем, сидим и ждем. когда привезут Да, и долго ждать? да, А пациент тоже ждет, получается? Пациент тоже ждет? да. Это может месяц-два пройти сколько? Дальше год. А если пациенту нужно уже в ближайшее время делать? То они В другую страну уезжает? в другую страну, либо в Сан-Сальвадоре. Да. А в Сан-Сальвадоре, то есть в этом плане там все есть? Или нет? Не всегда. Не всегда. Но там лучше, чем в Сантане. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. По поводу скорой помощи. Вот машины скорой помощи в Сантане у вас есть? Есть. Частные скорой помощи? Да, есть частные, есть государственные. А в чем разница между частной и государственной, ты знаешь? Быстрее. Быстрее частная? Частная То быстрее, есть да. государственная долго едет? Сейчас есть одну программу, которую они хотели, чтобы быстро скорая помощь приехала к пациентам. Вот. Но тоже надо ждать где-то, не знаю, 3-4 часа. Вот. А если частный, то ты сейчас звонишь, и они сразу приехали. А почему так долго ждать? То есть они расположены да, очень далеко или мало машин? Мало машин. То есть государственных мало машин? Да. У частных больше?
Не больше, но люди не всегда могут платить, вот, и поэтому они обратиться к государственной больнице. А государственная скорая помощь всем окажет экстренную помощь, даже туристам, Да, иностранцам? да, да, всем. Бесплатно? Да, бесплатно. Но если прийти к гастроэнтерологу, бесплатно не будет. Да. Тоже, ну, там у нас больница называется Сан-Хуан-де-Диос, а там нет гастроэнтерологов. Твой опыт. Самые тяжелые пациенты, которых ты вот осматривала, что было? Когда, ну, у меня была пациентка, ей 28 лет, а у нее рак желудка, вот. А это очень грустно, потому что она молодая, вот. Да, это, наверное, не так тяжело. Тяжелая ситуация у меня в кабинете, но для нее это очень плохо. То есть ты установил этот диагноз ей? Да, Она до этого не знала? не знала. Тоже была девушка, 17, а у нее воспалительный кишечник, называется болезнь Крона. Вот. А это тоже очень тяжело, потому что у нас в Сальвадоре нет лекарств. Да, у нас только пентаза и все. Онкологический центр у вас есть вообще в Сан-Сальвадоре? В Сан-Сальвадоре, да, а тут в Санта-Ане нет. Там хорошо как лечат? Хорошо, насколько они могут, потому что тоже иногда нет лекарств. Вот, нет... Химиотерапию там делают? Делают, да. Делают химиотерапию. А кто может, кто имеет финансы, наверное, уезжает в другую страну, да? Да. То есть медицинский туризм в Сан-Сальвадоре не развит? Смотри, есть сальвадорцы, которые за границей живут, они сюда приезжают, А где чтобы они лечатся? То есть это говоришь, что вот в Санта-Ане или в Сан-Сальвадоре. Ну, ты говоришь, медикаментов не хватает, вот этого нету. Ну, там тоже, вот смотри, у меня есть пациенты, которые сейчас живут в США. Ну, там очень хорошая медицина, очень есть почти все лекарства, есть хорошая аппаратура. Но иногда диагноз, который там делают, это не то. Они приезжают сюда, мы делаем все, что можем делать. И если надо лекарства, то делаем там рецепт, вот, и они покупают в другую страну. Например, в Гватемале, в Мексике. У нас, например, пикапс нет у нас, а в Мексике есть. Тоже в Колумбии есть. То они туда и покупают. Там покупают. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. То есть все-таки иностранцы приезжают в Сальвадор полечиться? Да. Даже если у нас иногда нет лекарств. Ну, возможно, в Америке устанавливают специально неверный диагноз, чтобы взять денег. Может быть, да. Потому что там все работают по страхованию. Они мне говорили, что там, если врач напишет, что все good, с пациентом все хорошо, то они получают деньги. То страховка не выплатит. Если они его лечат, то они выплачивают. Да. А у вас как страховые компании работают? Работают. Есть 7 или 8 страховых компаний в Сальвадоре. Вот ты не работаешь со страховыми? Я работаю с 3. Мафре, АС Суица и другое называется ИХС. То есть у тебя с ними договор напрямую? Или от клиники они договор заключили? Нет, они работают со мной. Я подписала договор с ними. То есть у тебя есть организация своя? Да. Как частный предприниматель, да? Да.
и они с тобой заключили договор, ты оказываешь услугу застрахованному им, и они тебе оплачивают за застрахованного. Да, И много таких пациентов? да, много. То есть основной контингент это В застрахованные? основном в Сан-Сальвадоре. То есть если взять твоих пациентов, это больше застрахованных или физических лиц, которые сами деньги приносят? Это страховые компании платят мне. Да. Не-не, каких пациентов больше? Которые страховые или которые сами приходят, сами Нет, платят? которые сами приходят. Их да. больше? Тут в Санта-Ане, да. А в Сан-Сальвадоре, которые Застрахованы. застрахованы. Там больше. Да. Как ты считаешь, ты вот сказала сейчас про медикаменты, про оборудование, то есть оборудование хорошее. А насколько квалифицированные врачи вообще в Сальвадоре? Ну, есть. Есть очень хорошие врачи тут. Есть очень. Да. хорошие. Но эти врачи, которые обучались в Сальвадоре или которые обучались за границу, выезжали? Есть оба, которые за границей обучали и которые тут все делали. Вот. Потому что я всегда говорю, какое бы красивое там оборудование хорошее не стояло, самое главное руки и голова врача. Да. То есть оборудование само лечить не будет. Да. И все зависит от того, как он правильно будет назначать лечение Да. пациенту. Твои рекомендации по поводу медицины. Какие бы ты сделала улучшения в Сальвадоре, чтобы медицина лучше работала? Я думаю, что надо обучить хорошие специалисты тут, в Сальвадоре. Вот. Надо, чтобы государство купили все лекарства, которые нам нужно. Это возможно? Я думаю, что возможно, да. Еще надо быть, договориться тоже с частными врачами, чтобы все было в одном волне. Вот. И не надо, чтобы они за большие деньги принимали пациентов, если в государственной больнице возможно вот это делать. Вот. Надо, чтобы тоже врачи получили хорошую зарплату, чтобы они хотели работать в государственной больнице, потому что есть хорошие врачи, но зарплата в государственной больнице очень мало. Вот, и поэтому они не хотели туда. Каждый работает на себя. Да. А есть люди, которые не могут платить. Вот. И они тоже нужно помочь. Нужно создать приложение. В России, наверное, ты видела, там, про докторов. Такое приложение, где регистрируются сами врачи. И люди через интернет находят врачей, видят отзывы, люди пишут им отзывы. Да. Вот, и они напрямую могут этому врачу выйти. Вот, то есть такой базы нету. Есть инспекция «Мой доктор», по-моему. Нет, да. в Сальвадоре есть? Есть, да. И как она пользуется спросом? Сейчас только начинает работать, да. То есть ты там тоже зарегистрирован? Да. Да. Тебя там тоже можно найти? Да. У меня есть страница в Facebook, в Instagram и все. То есть ты своих пациентов находишь через Instagram, Facebook, Да, и они через рекламу к тебе приходят? да. Есть пациенты, которые были недовольны твоей услугой? Сейчас нету, слава богу. А ты чем были недовольны, что не понравилось? Раньше, да, ты говоришь. Что мне не понравилось? Нет, ты говоришь, сейчас нет пациентов, которые недовольны твоей услугой. А раньше были эти пациенты? Нет. Не было. Никогда не были. Я надеюсь, что никогда не будут тоже. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков новых подкастов с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.